Всем привет, уважаемые подписчики нашего канала. Давно нас не было на канале. Сегодня к вашему вниманию наконец-то у нас удалось отснять обзор на машину, которая, я думаю, будоражит умы многих автолюбителей на дороге. Многие из людей, многие из наших подписчиков, я уверен, хотят себе машину, но у них есть сомнения, стоит ли она того, нужна она им или нет. К вашему вниманию Санта-Фе 24 года. Добро пожаловать! Предоставил нам эту машину наш хороший знакомый Даурен. Он поможет нам сегодня рассказать о машине непосредственно как владелец, как человек уже, который более года управляет данной машиной. Расскажет, покажет. Ну и вы сами решите, стоит он того или нет. Приветствую вас, Даурен. Добрый день. Ну что, уважаемые подписчики, так как у нас самый честный обзор, правдивый обзор, поэтому мы Даурена попросили нам рассказать, как непосредственно владелец, который пользуется данной машиной уже больше полгода, о всех ее плюсах и минусах. Что могу сказать конкретно о данной машине, о данной комплектации? Это получается у нас комплектация самая максимальная, каллиграфии 2.5 на турбине, 281 сила, 8-ступенчатый робот. В последнее время тенденция у Hyundai, которая пошла, она везде всячески пытается нам обозначить буковки H. Вот она у нас буковка H. Непосредственно вот снова у нас, если обратите внимание, большая буква H и снова буква H. Даурен, не могли бы вы, пожалуйста, включить фары, дальний, ближний свет, показать, каким образом моргает у нас оптика, работает. Передняя часть машины очень даже интересно. В какой-то мере у многих, наверное, из подписчиков, у многих автолюбителей на дорогах Казахстана возникало сравнение, что машина очень сильно похожа на Range Rover, спереди достаточно сильно. Очень интересно сделана оптика, в то же время, если обратите внимание, это у нас не воздухозаборник, это достаточно такая закрытая фальш-панель, а вот нижняя часть уже под светодиодной оптикой у нас идет воздухозаборник. Многие зададутся вопросом, каким образом поступает воздух для непосредственно двигателя, забор воздуха, каким образом происходит, получается, в верхней части небольшой отсек и в нижней части небольшой отсек. Здесь у нас все закрыто, камера. Если Даурен нам поможет, сейчас запустит автомобиль, мы увидим достаточно одну из интересных фишек, придуманных непосредственно производителями. Прошу обратить внимание. Происходит открытие дефлекторов, тем самым, получается, решается вопрос, как многие из нас раньше в холодное время суток закрывали переднюю часть коробками и тому подобными вещами. То есть данная модель, данный автомобиль достаточно умно спроектирован в зависимости от погодных условий, от температуры воздуха. Бортовая система, блок управления непосредственно транспортным средством, он уже дает команды на открытие, закрытие дефлекторов. То есть забор воздуха происходит отсюда. Но так как дефлекторы большие, мы все знаем про летящие камни и животный мир на наших трассах, то, соответственно, здесь необходимо устанавливать решетку, что здесь и сделано уже. Машина сбоку тоже достаточно интересно выполнена. Есть определенные аналогии с тем же самым Range Rover, как я ранее уже говорил. Машина у нас представлена на 21 дисках, низкопрофильная резина. Непосредственно по мягкости хода и по плавности, насколько жестко отрабатывает подвеска и как вообще, насколько комфортно ездить на 21 дисках, я думаю, нам более подробно расскажет непосредственно сам владелец машины. Даурен, ваши впечатления по езде на 21 дисках, на низком профиле, насколько это все жестко происходит, насколько это все комфортно? Ну, не сказать, что жестко. На 21 дисках очень хорошо едет. Во-первых, резина, наверное, спасает. Goodyear мы выбрали. У нас стоял выбор между Мишленом и Goodyear. Мы выбрали Goodyear и не пожалели. Подвеска очень хорошо отрабатывает. В плане того, что мы уже выезжали на ней за город очень много раз.
и вроде бы все мягко по сравнению с Kia Sorento. Ну, в целом, допустим, по трассе за счет профиля, за счет плавности хода определенных своих параметров, я думаю, машина достаточно уверенно идет. А вот именно зимой на неочищенной дороге, бывает же, когда небольшая наледь, небольшая такая, как это правильно сказать, пересеченная местность, достаточно ли комфортно ехать на ней? Ну, достаточно комфортно ехать, так как здесь просто липучки стоят. Конечно, приходится снижать скорость, и все равно некая неуверенность есть, потому что не шипованная резина. Одна из интересных таких фишек, получается, компания Hyundai Santa Fe позиционирует как больше экспедиционную машину, достаточно такую интересную модель. Одна из интересных фишек — это вот непосредственно боковая ручка такая, которая позволяет вам, держась за нее, залезть на крышу, получить доступ к багажнику, чтобы сложить или взять определенные вещи, либо установить какие-либо крепления, ту же самую маркизу, либо багажник непосредственно на крышу автомобиля. Сбоку у нас машина также уже, это как бы для таких комплектаций, это не удивление, есть бесключевой доступ. Достаточно интересно сделаны стекла. И вот это вот первоначально, когда я увидел автомобиль, я почему-то подумал, что это просто фальш-панель, но это стекло. И оно достаточно интересно сделано. Получается, у нас боковая часть машины, вся линия практически идет в стекле. Также непосредственно третий ряд сидений. Достаточно большое окно, хороший обзор у них. Это у нас уже идет непосредственно фальш-панель. Ну вот и мы добрались для такого, наверное, самого обсуждаемого момента наших подписчиков. Кто-то восхищается задней частью данной машины, кто-то говорит, что это самое ужасное на свете создание. Ну, как говорится, на вкус и цвет ни товарищей, ни советников нет. Для кого-то это достаточно идеальные формы, идеально все сделано. Для кого-то, кто-то считает это нелогичным завершением после такого начала машины. Заднюю часть кто-то считает нелогичной, обрубком кто-то считает, что данные углы можно было не срезать, более плавнее сделать. Кому-то наоборот очень сильно нравится, вот, как непосредственно владелец данной машины. Первое впечатление Дауренова, он сказал, что ему в первую очередь понравилась задняя часть, сделана достаточно необычно. Кстати, прошу обратить внимание, что машина задней части идет в заводской тонировке изначально. Также у нас оптика светодиодная, нам всем знакомая, как я ранее говорил, буковки H. Машина уже также, никого не удивлю, бесключевой доступ. Багажник у нас получается, как заявлено по словам автопроизводителя, 413 литров объем багажника. Это при открытом третьем ряде сидений, и 1173 литра это при закрытом при сложном третьем ряде сидений. Давайте покажем, посмотрим, каким образом работает непосредственно складывание третьего ряда сидений. Достаточно интересно, я считаю, что автопроизводитель придумал. То есть мы это можем произвести механически, потянув за данный рычаг, непосредственно ленточку, сложить сиденье. Также она поднимается это все назад. Обратите внимание, что сиденья третьего ряда также у нас имеют регулировку по наклону спинки. Третий ряд сидений у нас имеет регулировку по наклону. Если вы обратите внимание, достаточно удобно все придумано, каким образом это все складывается. Оп, ровный пол, багажник у нас увеличился. Также мы можем отсюда, не пересаживаясь в салон, сложить непосредственно второй ряд сидений. То есть практически сделать ровный пол. Если обратите внимание, переднее сиденье пассажирское отъехало вперед. Второй ряд сидений также начинает складываться. То есть мы получаем практически ровный пол, что очень удобно при путешествиях. Есть люди, которые любят непосредственно путешествовать на автомобиле, устраивать ночевки в машине. То есть данная машина для этих функций уже предусмотрена. Грубо говоря, это что-то вроде своеобразного тревела. Также есть комплектации специальные, непосредственно тревелы, которые уже идут на подготовленной резине для бездорожья и так далее. Это у нас больше городская версия машины на низком профиле. Ну, я думаю, для поездок в Боровое просто идеально. Зная все цены летом на гостиничные комплексы. Ну, хотя, имея такую машину, я думаю, вы себе любую гостиницу можете позволить. Также достаточно удобно, предусмотрено во время путешествия, чтобы
Непосредственно на третьем ряду сидений, как правило, сидят либо наши самые маленькие пассажиры, либо в то же время, когда вы путешествуете, здесь есть непосредственно разъем для зарядки, что достаточно удобно, то есть 220. Обычная розетка, обычную розетку вы сюда вставляете и заряжаетесь. Также Type-C зарядка, управление климатом. Второй ряд сидений также мы с помощью данной кнопки, то есть не переходя в салон, не открывая это двери, как это обычно бывает, мы можем поднять с помощью легкого нажатия кнопки. У нас все возвращается в первозданный вид, как это все было. То есть при поездках наших всех любимых казахов за мясом, за соусом, очень удобная вещь, опять-таки. Берите на заметку. В дорогих версиях, более таких дорогих версиях Hyundai мы уже привыкли, что у нас обязательно задний ряд сидений, вернее задняя дверь оснащена классической шторкой. Как же без нее? Достаточно удобная вещь. Непосредственно по отделке достаточно приятная кожа. Очень удобные органайзеры, то есть напитки. Вы можете все это удобно расположить. Вопрос, да, у многих, наверное, возник, каким образом мы попадаем назад. То есть у нас есть регулировка по наклону, по высоте сидения. Вы можете под свое удобство подстроить. А также есть у нас волшебная кнопочка, с помощью которой сиденье уходит вперед. И вы можете просто получить доступ к третьему ряду сидений. То есть вам не нужно механические манипуляции проводить. С помощью нажатия кнопки сиденье уезжает назад. И также Вышло. Либо можно пароль ввести, либо можно поставить отпечаток пальца. Вот, например, не считывает и он не заходит. То есть это не так, чтобы просто ты поставил и он зашел. Также здесь имеется, как она называется? это проекция, да? Да. Проекционная, это... Нет. Проекция находится вот здесь. Это непосредственно следит за вашим зрением, так можно сказать. Если ты отвел глаза, он выводит предупреждение, то что нужно смотреть прямо. Или ты, например, отвлекся в телефон, он также тебя предупреждает. Также есть крутая функция, то что если ты очень много зеваешь или прям очень хочешь сильно спать, здесь на панели выходит в виде кофе. То есть это непосредственно картинка. Сенсорные датчики, которые распознают состояние водителя и непосредственно на дисплее выводят рекомендации Да. к остановке, к отдыху и тому подобным вещам. Получается, также у нас есть проекция. В данный момент проекция у нас включена, да? Или нет? Да, включена. Она видна. То есть видно сбоку мы только. ее не видим, данную проекцию видит только непосредственно водитель. Да. То есть получается, с помощью данной кнопки, если я, рандомный человек, захочу сесть в вашу машину, то я не смогу настроить машину под себя, и мне практически войти в ваш профиль, и мне все настройки придется проводить с помощью механических манипуляций под себя машину подстраивать. В профиле гость можно зайти. Разве что в гостевом профиле настроить машину под себя. Достаточно удобно, но с другой стороны вопрос, для чего нужна защита данной функции. То есть получается ситуация, мы с супругой вдвоем ездим на машине, почему она не может войти в мой профиль, что в этом такого секретного, какая такая достаточно интересная секретная информация в нем хранится, чтобы закрывать это отпечатком пальца. То есть это же она узнает, в каком положении я сидел на данном сидении или в какой высоте был настроен руль. Ну, если честно, мне вот эта функция немного непонятна, не ясна. Я понимаю, если данная функция работала бы на запуск, то есть, чтобы запустить машину с помощью кнопки старт-стоп, вы для начала прикладываете отпечаток пальца, идентифицируете себя как владельца машины, и только потом вам открывается доступ к запуску машины, то есть, как это у нас в телефонах и так далее реализовано, к плейлисту или к другим функциям, карте, к GPS, истории машины, где она была, где она ездила, тогда я думаю, да. Но вот ваше мнение по поводу данной функции? Пока честно, самому тоже непонятно, для чего это сделано. Но в плане того, что не нужно каждый раз
когда ты садишься в машину, настраивать сиденье заново после кого-то. Ну, например, друг или там брат кто-нибудь поездил, тебе не приходится обратно настраивать. То есть это получается больше защита настроек памяти сидений, изначально заложенных под вас, то есть никто не может режим настроенных сидений сбить или перенастроить, то есть это сохраняется за вами, только вы можете внести изменения, в моем понимании. Да, так и есть. Только для этого, наверное, и предназначена эта функция. Руль у нас достаточно такой интересно сделанный, ну, снова, наверное, отсылка к Range Rover. Вот эта панорама, обзор непосредственно машины достаточно интересный. В целом машина комфортная. Ну, машина, я считаю, достойная взглядов. Подсветка у нас меняется непосредственно от изменения режима, то есть спорт, эко, мой режим и так далее. Или она меняется как-то иначе в рандомном порядке, непосредственно через, вне зависимости от выбранного режима управления. Только через настройки меняется подсветка. Достаточно интересное решение. Но по поводу подсветки, как я ранее говорил, допустим, в той же самой Сонате у нас подсветка, мы знаем, меняется от выбранного режима езды. То есть здесь подсветка меняется по настроению. То есть в зависимости от того, какой цвет вам ближе, какое у вас настроение, наверное, правильно сказать. Ну и как бы подытожить наш обзор, мы рассказали непосредственно о самой машине, о том, какая она красивая, хорошая. И самое главное, которое, наверное, нас интересует, наших подписчиков, давайте расскажем о минусах, с которыми вы столкнулись, и люди уже будут сами решать, насколько она им интересна. Достаточно интересная фишка, это получается у нас выводится камера заднего вида непосредственно на зеркало. Да. Достаточно интересное решение. Ну и при этом здесь же у нас также круговой обзор 360, и здесь же у нас камера выводится. Посмотреть. Ну, современные технологии. Ну, прошу вас, Давлен, о ваших впечатлениях о машине, с чем вы столкнулись, как вы с этим боретесь, ваше мнение, ваши советы, напутствия людям, которые думают, стоит брать или нет. Ну, в целом машина очень хорошая. Есть несколько минусов, которые не учли с завода. Это, например, регулировка руля. Она здесь механическая, так как это сборка казахстанская. А в корейской версии она идет электро. То есть это не совсем удобно за такие деньги, когда ты покупаешь машину, если у тебя, так сказать, руль механический, да? Второй минус: в корейской версии идет здесь за зеркалом заднего вида видеорегистратор уже встроенный, который считывает знаки и выводится на панель. То есть в данной комплектации она не читает дорожные знаки. В казахстанской комплектации, к сожалению, нету. Она не видит дорожные знаки, не читает, она читает только разметку. Да. Она только читает разметку и все. Ну, что сказать и что еще? Здесь выборы. Как ведет непосредственно себя двигатель, как ведет себя непосредственно коробка, насколько резвая машина, насколько резвый у нее отклик, расход средний составляет зимой, заявленные заводом те же самые 10-11 литров выдерживаются, средний расход или нет? Честно сказать, я расход топлива даже не смотрел, но вот если посмотреть 5,5 литра, пусть да. с последнего сброса получается достаточно экономичный автомобиль. Или вы недавно съездили на трассу, выезжали за счет этого? На трассу не выезжал на машине. Машина стояла.
За счет этого, ну, не знаю, вообще, в целом, если залить полный бак, он хватает на 4 дня где-то. Здесь бак 67 литров, и, в принципе, Ну, нормально. судя по бортовым показаниям, то есть, судя по данным компьютера, машина достаточно экономичная. То есть по городу в районе заявленных 10 литров можно запросто уложиться, судя по вашему расходу в 5,5 литров. Достаточно хороший расход для такой большой машины. Да. Еще одно, наверное, как это сказать? Один из минусов. Да, один из минусов в этой машине: при заводке машины что-то происходит с коробкой. То есть, получается, какие-то посторонние звуки. Да, как или будто она- посторонние звуки, но при езде коробка очень себя хорошо ведет. То есть, если нажимаешь на газ, она сразу подхватывает, и, то есть, без раздумывания. То есть достаточно хороший отклик, машина едет весело. Да. Нет ли проблем, как я ранее в своих видео озвучивал, у многих Hyundai есть проблема, что определенные толчки, пинки происходят здесь, идет робот, не автомат. Здесь есть ли такая проблема? Здесь с такой проблемой мы еще не сталкивались. Ну, я, наверное, думаю, потому что пробег еще слишком маленький. А вот эти вот пока звуки нормально. посторонние происходят одни в холодное время? Да, либо если в машина теплое стоит время? в паркинге, то когда заводишь, это нормально. А если машина простоит ночью на улице, и ты с утра заводишь машину, происходят вот эти вот странные звуки. Как долго это происходит? Ну, очень быстро, ну, там, секунды, наверное. Буквально. Да. То есть до минуты и это все проходит. Да. После нагрева машины данная проблема сама собой как бы исключается. Ну, даже, можно сказать, не до прогрева машины, а просто когда заводишь какие-то... Первые секунды Да, в запуска. первые секунды запуска, да. Мгм. Как будто что-то задевает. Ну, В принципе, все. Все фишки рассказали. по высоте, я думаю, машина достаточно высокая. Высота клиренса 27 сантиметров составляет. Машина у нас по длине 4,8, в ширину 1,9, то есть в высоту 1,7. Как бы машина не маленькая, но в то же время и не сильно большая. Везде, где нужно, проедет. Везде, где нужно, влезет, можно сказать. Ну, по салону достаточно удобный, просторный салон. Я думаю, машина стоит своих денег, по крайней мере, это мое заключение, мое мнение сугубо. У каждого свое мнение, у каждого свой вкус, поэтому я надеюсь, у нас удалось предоставить вам максимальную информацию, максимально честный отзыв от владельца данной машины. Под капот мы уже не стали залазить, потому что сейчас, я думаю, этим мы уже никого не удивим, потому что кто-то поймет, что там находится, кто-то не поймет, что там находится, и от сухих данных и сухой информации, которую мы вам представили бы, снимая обзор подкапотного пространства, я думаю, от этого абсолютно ничего не изменилось бы, потому что 90% людей в современных машинах просто-напросто не открывают капот, обслуживают в дилерских центрах, так как при покупке данной машины в Hyundai центре непосредственно дается 5 ТО в подарок, и все обслуживание, все гарантийное обслуживание проводится непосредственно дилером. В целом машина оставляет достаточно такие приятные впечатления, и за счет своей неоднозначной внешности, я думаю, притягивает внимание многих людей. Спасибо большое, Даурен, за внимание уделенное. Спасибо. Всем до свидания. Подписывайтесь на канал. Будем рады работать для вас. Передняя часть машины достаточно интересно сделана. Непосредственно панель. Как мы ранее уже видели в наших обзорах, как на Сонате. Очень интересно все расположено. Органайзер такой удобный. 2 беспроводные зарядки. Но более подробнее о функциях машины, я думаю, непосредственно Даурен, владелец, нам расскажет, какие фишки есть у данной машины. И как итог даст заключение о плюсах и минусах данной машины.
По машине, если по салону сказать, здесь у нас имеется ультрафиолет. Давайте покажем. Здесь он находится. Но при открывании его не видно, как так. Если только туда положить, и он тогда при закрытии, положении да, закрытом включается. положении Происходит включается. обеззараживание. Да. По сиденьям можно также отсюда регулировать подогрев сидения, управление спинки, наклон подушки, режим отдыха. Тут также все имеется. Можно сложить и разложить также отсюда. Второй ряд сидений, я так понимаю. Да, можно второй ряд управлять сидений. непосредственно с панели. Мгм. Я слышал о существовании фишки в виде отпечатка пальца, то есть идентификации непосредственно пользователя по отпечатку. Да. Расскажите, покажете более подробнее. Он находится слева от руля. Вот здесь, если вам видно. Может, вот так как-нибудь будет видно. Например, если мы заходим в настройки профиля, здесь можно сменить профиля. То есть есть гость и также непосредственно два То есть можно два добавить. пользователя, да. Если мы ставим отпечаток пальца, он автоматически заходит как в меню, в мое меню, да? Сейчас это Можно. Второй ряд сидений у нас имеет достаточно удобные подлокотники. Также спинки у нас сиденья двигаются по высоте. Достаточно удобно. Большое пространство для ног. Достаточно такая красивая панорама в ночном городе. Летом по ночному городу, я думаю, более чем приятно ехать. Отделка материалов достаточно добротная на уровне что кожи, что на потолке у нас алькантара. С закрытыми шторками, двери достаточно массивные. По шумоизоляции в целом машина достаточно интересно сделана. Находясь в машине, как бы посторонние шумы мы не слышим. Здесь также у нас небольшие органайзеры для удобства задних пассажиров. У нас имеется вот такой вот бардачок для заднего ряда пассажиров. И достаточно удобное решение, когда мы имеем доступ к бардачку, как с передней части автомобиля, с передних сидений, также и с задней части, то есть со второго ряда сидений. Это очень удобно, когда вы едете большой семьей, и вам не нужно каждый раз впереди сидящего водителя либо пассажира отвлекать, просить что-либо подать, когда вы можете просто сами открыть и получить доступ. Достаточно в интересном месте расположена у нас зарядка, также Type-C, очень много разъемов